Всем привет! Купил я вот такой вот чехол на Амазоне за 13 евро для велосипедов. Расскажу, зачем он, да, и почему велосипеды стоят дома. Это, если что, у нас спальня. Купил я их потому что, чехол, то есть, потому что, ну, отопление, как видите, радиатор, да. И чтобы стояли тут велосипеды, это некомфортно, неудобно. То есть, первый момент это отопление, второй, как видите, насколько они выпирают, это проход. Вон, видите, уже двери на улицу. То есть ты заходишь, и проход минимально, видите, то есть постоянно все об них бьются, спотыкаются. Это первый нюанс. И второй, ну, не должны велосипеды, да, находиться вообще в помещении. Я считаю, в спальне так тем более. Напишите в комментариях, как вы боретесь с вашей, да, велотехникой. Как видите, еще и самокат ребенка, велосипед мой и сына. Понятно, у кого дома, проблем нету. Есть подсобки, есть маленькие вот эти вот, да, есть двор, есть специальные вот эти маленькие домики, где для инструментов их там кайбашики такие, да, стоят у большинства. Вначале наши велосипеды стояли в холле. Как вы знаете, я живу на крыше в торговом центре, тут у нас больше 30 квартир, есть огромный холл. Но приехали прекрасные люди там с Африки, Сирии, и начали слишком жестить. Начали в этом холле заряжать свои самокаты, телефоны. Их дети начали все там бросать. То есть, ну, начали устраивать трэш. А там были перила, и все, кто тут жил, возле этих перил ставили свои велосипеды, пристегивали, и никому они не мешали. Ну, приехали прекрасные ребята и начали устраивать трэш. Ну и потом владельцы этого всего комплекса сказали, что по пожарной безопасности в этом холле не должно ничего быть, чтобы не мешало эвакуации. То есть не должно ничего быть. И все, дали нам до какой даты нужно все убрать. Если не уберешь, то они их срежут и просто утилизируют, как-то так. Вот пришлось убрать. Только что эти велосипеды стояли у меня на улице. Сейчас я покажу вам где. То есть возле дверей. Я просто их занес, да, чтобы показать. Потому что, ну, как это все у нас происходит, да. И почему я купил прекрасный вот этот вот чехол. Дожди тоже ничего хорошего велосипеду не сделает. Это будет окисление, цепи. То есть, ну, вы сами понимаете, какая здесь погода. И если находиться будет велосипед на улице, то он полностью уничтожится за один сезон, то есть за одну зиму, как он простоит, и просто ему придет полная жопа всем его расходникам. У меня есть ВДшка, я попшикаю полностью все, покажу вам сейчас эту ВДшку, не знаю, хорошая, такая, не такая, честно, я больше по технике, телефонам, компьютерам, все, что связано с такой механической, да, и ремонтом чего-либо, я, конечно, полный профан и все делаю просто, как говорится, ну, через YouTube смотрю, да, какие-то обзоры, что как. То есть я в этом не шарю, вот этой всей техники, да, где нужно что-то руками как бы лепить и делать. Вот чехольчик купил на Амазоне, ссылочку, конечно, оставлю в описании. Разложу его, сейчас запихну эти велосипеды и покажу вам, что у меня получилось. Я понимаю, что у многих такая проблема, многие, я знаю, вешают на стену, но здесь у нас мало места, я даже не знаю, куда их повесить, да, и обратно же они будут внутри здания, в смысле, внутри квартиры, это как-то тоже, для меня это, ну, как-то дико, да, у нас есть маленький балкончик, но если я поставлю два вот этих велосипеда и самокат, то они полностью все пространство займут, и получается балкончика у нас не будет, у нас там сейчас два стула и столик, да, то есть можно выйти, посидеть, кофе попить, просто пообщаться, то есть, ну, прекрасный вид у нас, то есть это как такая отдушина, да, то есть ты выходишь на свежий воздух, у нас балкончик, он просто там не застекленный, ничего, просто балкончик открытый. Так что вот такие вот дела, проблемы. Обратно же пишите, как вы решили проблему, если живете в квартире, да. Обратно же просто бросить на улице. Вот у меня они простояли, получается, уже неделю на улице. И вот я нашел вот этот чехол, заказал, потому что мне жалко. Мы покупали велосипеды, малого велик мы купили бэушный за 50 евро, а свой я купил за 210. То есть я торганулся, я ездил на барахолку, покупал его. То есть все-таки стоит денег. Самокат тоже стоит больше 100 евро. То есть как бы все новое, да, ну, не хочется, чтобы оно убилось в хламину. То есть вот такое решение я нашел. И вот сейчас давайте покажу, где я хочу, где стояли до этого сейчас велосипеды, до неделю вот это вот бедные мои все, а сейчас был и дождь, и снег же был, то есть как раз такая жесткая была погода, и мне так жалко стало эти аппараты, что я нашел чехол и заказал, вот просто, да, я не могу, чтобы мое, да, то, что я вкладывал, то, что я покупал, чтобы оно просто разрушилось от того, что какие-то идиоты приехали в наш комплекс и начали тут свои правила чудить. Вот
вот здесь я собираюсь поставить велосипеды. То есть они только что до этого здесь стояли. Вот буквально, видите, оп, захожу, и вон уже велосипеды видны. Все, здесь их поставлю, засуну их в чехольчик вот этот, и думаю, что все будет хорошо. Вот так вот выглядит, видите, вот эта территория, где камешки лежат. То есть это наша территория, мы здесь можно тут и столик поставить. А как его, скажите? А вот этот вот холл, он находится вот там вот в конце. Вы видите, такое здание такое, как вход, да, подъезд. Вот там был холл, и там до этого стояли все велосипеды, самокаты, то есть, ну, детские, да, не только. Вот видите, люди тоже просто бросили, и просто у них лежат велосипеды. Но мне как бы жалко, так что сейчас будем распаковывать вот этот чехольчик, будем пробовать засовывать велосипеды. Вот такой вот, короче, штучкой, ВДшкой сейчас я попшикаю велосипеды. Записываю тут внутри, потому что там ветер, и сейчас будет все шипеть, репеть. Сейчас цепь попшикаю, да, скоростя. Вы поняли, короче, все пропшикаю, и потом будем засовывать в чехол. Плюс пристегну их потом в чехле, хотя я не волнуюсь, что их украдут. Видите, камеры повсюду, вот полностью повсюду, на входе, выходе, везде. Так что волноваться по этому поводу нет смысла. Вот так, короче, все будет здесь выглядеть. Возле этой стенки поставлю. Думаю, что все будет нормально. Короче, вы сейчас посмотрите результат. Вот так вот, да. Все, шикарно. Даже пишите, правильно ли я все делаю. Я в этом полный новичок. И, если честно, сильно в этих делах не шарю. Пока пользоваться мы велосипедами не будем, потому что прохладно. Как-то так. Так, вот такой вот результат у нас получился. Сам чехол пришел в такой мешочек. Вроде бы все получилось как на картинке. Пристегнул я их внизу, внутри замком вместе. То есть немножко надувается, конечно, есть звук, да, когда ветер сильный. Но а так я закрыл дверь, в принципе ничего не слышно. То есть такой плотный, ну, сам чехол плотный такой, то есть не тонкий. Вот так вот все это выглядит, не знаю, мне кажется, лучше, чем просто вот так вот бросить, чтобы они стояли, как бы мокли, да. То есть тут сейчас возможен ветер, дождь, мороз, снег, вы сами понимаете. Перепад температуры в Ирландии. За час может все измениться. Потом солнце, тепло, все понимаете. И все расходники будут максимально. А вот там внизу, я думаю, еще сделать дополнительные просто отверстия и еще его больше сузить. В смысле, чтобы оно больше прилегало и меньше было видно, да. Ну, даже чтобы колес не было видно. То есть посмотрим. Ну, короче, вот так вот это все выглядит. Пишите в комментариях, как нормально или нет. Как думаете, эта штука, этот чехол спасет велосипеды от погодных условий в Ирландии, которые перепады до этой погоды постоянные. Не знаю, короче, я думаю, все-таки этот вариант лучше, чем они просто лежали бы без какого-либо защиты и чехла. Вот так вот все это выглядит. Вот так вот. Что, ставьте лайки, если понравилось видео, да, понравился этот чехольчик, обзорчик на вот это вот все. На все вот эти вот приколы, да. Ну, это вынужденная мера. Если был бы, конечно, свой дом, то никто бы не вычудивал, не придумывал бы все эти чехлы. Так что это такая необходимость пока есть временное такое вот немножко неудобство, да. Ну, ничего страшного. Будем живы и не помрем. Всегда на связи, держу в курсе.